Здравствуйте, мои дорогие! Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». И я, Екатерина Варади, создатель и ведущая этого канала. Сегодня уже 85-й день без Вани, без нашего сына, который ушел 1 мая 2026 года. И сегодня был один из моих самых любимых дней, когда в нашем художественном клубе «Беседка» рисование. И сегодня я поняла одну важную вещь. Вот она как-то, знаете, вдруг выкристаллизовалась у меня в голове. Это то, что после смерти Вани, после ухода Вани, я не перестала рисовать, не переставала создавать. Наоборот, я стала творить больше, свободнее, перешла на какую-то новую ступень. И мне кажется, что я поняла, почему. Но сначала я коротко расскажу про наш клуб, потому что с ним очень многое связано. То есть это вообще ни разу не реклама, понятно, потому что мы находимся с вами в разных странах, вероятнее всего. Но клуб я создала 5 лет тому назад. Это было почти 5. Это было в октябре 2021 года мы его создали. И идея была такая, что каждый человек приходит туда с любыми знаниями, можно с нулевыми по рисованию, и уходит с готовой картиной. И к сегодняшнему дню через наш клуб прошли, я не знаю сколько, очень много людей. В нашей закрытой группе в Фейсбуке более 1000 человек уже. И огромное количество людей вошло в наше вот это вот сообщество и ушло домой с совершенно новым знанием. И на самом деле для меня, да, я очень люблю рисовать, это понятно, но для меня важным еще оказывается, я еще люблю объяснять, как делать что-то новое людям. И самое главное, развеивать их комплексы и страхи по поводу того, что они чего-то не могут сделать. Вот, знаете, вот это ощущение, когда ты можешь подарить человеку радость преодоления себя, и когда ты входил с немножко таким с комком в желудке, потому что все равно почему-то все боятся, когда приходят, такое ощущение, как будто они приходят сдавать экзамен, а уходят почти все, я думаю, я очень надеюсь, что вообще все, с ощущением «я смог». Бывает такое, что уходят... Нет, мне это не понравилось, я не заберу. И реальные случаи, когда человек приходит через 2 месяца, ему показывают его картину, он не верит, что это написал он. И это такая обалденная радость, ребята, что вот ты можешь сделать человека в чем-то счастливее. И на самом-то деле, что самое интересное, что клиентом номер 0, извините, номер 0 был Ваня. И именно поэтому я рассказывала сегодня про клуб, и потому что никак не отделить его от Вани. Когда мне эта мысль пришла в 2021 году, понимаете, любой человек боится. Вдруг я не смогу, вдруг люди не смогут нарисовать по моим объяснениям. И вот тут мне попался под мои цепкие лапки Ванька, который терпеть не мог рисовать, не умел и вообще не хотел, категорически не хотел. Его это раздражало. То есть, вообще буквально там вот красиво нарисовать квадратик или там прямоугольник не мог. Не хотел, я думаю, вероятнее всего, не хотел. И вот, Ванька был всегда человеком, ему 16 лет было, и с ним всегда можно было разговаривать. И я говорю: Вань, вот у меня такое дело, я хочу очень клуб начать, но я не уверена, что у меня получится. Давай мы сделаем так, я тебе заплачу 10 000 форинтов, сейчас, где-то 25 евро, наверное, 20 евро это, вот, за то, что ты нарисуешь картину под моим руководством. Я знаю, что ты не любишь, я знаю, что ты терпеть это не можешь и не хочешь, но мне очень важно, потому что если ты нарисуешь, человек, который не хочет, то другие нарисуют точно. Те, кто хотят, естественно. И Ванька согласился на эти условия не из-за денег, собственно говоря, потому что он действительно хотел мне помочь. От денег он не отказался, впрочем, тоже. Вот. И мы сели с ним рисовать. Рисовала я рядом, чтобы он мог смотреть, и я ему объясняла, и рисовал он. И что вы думаете? Он написал эту картину, он нарисовал эту картину, и я
даже нашла, сейчас специально искала, нашла фотографию его с этой картиной. И саму эту картину, и его, и как выглядела наша галерея. Тогда она еще не была галереей в 2021 году, это было просто офисное пространство, которое мы использовали под рисование. И после того, как... Да, эта картина сейчас висит у Ваниной бабушки в квартире, и совершенно полноценная работа. После этого я, конечно, набралась смелости и уже начала рисование. И, кстати, вот я когда думала, что я буду это записывать, думаю, боже мой, как же жалко, что я не сообразила его сфотографировать. И, знаете, вот эту мысль, думаешь, вот всегда считаешь, что у тебя на все будет время, а потом, оказывается, его нет. А потом я все-таки нашла фотографию и порадовалась, что я все-таки была настолько умна, чтобы это сделать, чтобы это такой первый наш опыт в создании клуба, который сейчас процветает. И сейчас, конечно, все это выглядит совершенно по-другому, это уже профессиональная галерея, но до сих пор люди приходят к нам не только за картинами, они приходят к нам за радостью, вот за ощущением, что у меня получилось, за ощущением, что мне здесь рады, и я здесь рад быть. И сегодня к нам пришли две женщины, уже не в первый раз они к нам приходят, уже несколько раз были совершенно замечательные. Ну, клуб у нас многонациональный, очень часто бывает, что больше русских, но ходят уже и венгры ходят, и ходят люди самых разных национальностей, англичане, американцы, индусы, китайцы, то есть, ну, арабы, всякое бывает, то есть все время разные люди совершенно приходят и возвращаются, приходят люди, приехавшие сюда, ну, в общем, интересная такая атмосфера. И о чем я говорила? Да, я говорила, да, о том, что к нам пришли вот эти замечательные женщины, подружки, венгерки две, которые, ну, просто классные. Вот классные, они такие позитивные, они такие веселые, они такие доброжелательные. И они как-то к нам уже так влились, но еще они несколько раз всего были, там 2-3 раза. И вот они увидели, что к нам приходят люди, и мы все обнимаемся там, друг с другом, спрашиваем про семью, кому-то приходят внуки, кому-то приходят дети, и мы так это все как... И они так у меня спрашивают: Кать, а они что, твои родственники все? Я говорю, ну, с одной стороны, нет, а с другой стороны, в общем, можно считать и так, потому что, да, это люди просто наши, они к нам приходят, и они становятся членом нашей большой-большой семьи. Это я абсолютно искренне чувствую, то есть это не то, что вот какой-то, знаете, вот я сейчас показать, какая я прямо из себя. Нет, это действительно люди вот нашей семьи большой. Я говорю, девчонки, вот сейчас вы же тоже к нам уже входите, вы уже тоже наша семья. И мы тоже, между прочим, с вами обнимаемся. То есть это нормально, это классно. Мы поэтому сюда и ходим. Если бы было только рисование, ну, это совсем было бы не то. И вот они тоже такие ушли счастливые, потому что, говорит, классное настроение, хорошее, здорово. Вообще, ваша жалко, говорит, мы русского так хорошо не знаем. Хотя я им старалась переводить все хохмы, которые мы там производили, весь хохот, вот это, чтобы они понимали, в чем дело. Но все равно понятно, что я не везде успевала, тем более я рисовала, помогала там и так далее. Еще приехала семья наших знакомых, очень хороших, из Бельгии, и жена пришла к нам рисовать, тоже с тем, что я совершенно не умею, у нее очень здорово получалось, это было так классно опять. Вот, и знаете, мне кажется, что я не люблю давать советы, и это сейчас тоже не совет, а вот просто мысль моя такая, что мне кажется, что после потери особенно важно найти такое общество, сообщество, где вам тепло. Вот. Подумайте на эту тему. Потому что, вы знаете, поначалу все после потери идет таким образом, что ты себя за шкирку хватаешь и пинаешь, и заставляешь. А потом оно как-то само начинает уже идти. Вот. И вот возвращаясь к Ване, что вот он был нашим клиентом номер 0, я могу сказать, что после того, как Ванька заболел, я находилась в таком состоянии тяжелом. Наверное, тяжелее даже, чем сейчас. Потому что, да, тогда Ваня был жив, но я была полна такой
какого-то безграничного ужаса, жалости, волнения, горя уже тогда, потом из-за болезни, злости из-за того, что не получается многое, постоянно в состоянии стресса. Я вообще перестала рисовать. И Ванька жутко из-за этого переживал, а я не могла. Вот у меня просто ничего не шло. Практически я вот отложила это все и ничего. В клуб продолжала, но когда уже совсем стало плохо, понятно, что мы сделали перерыв, мы перестали уже проводить. С прошлого мая мы не проводили практически год занятий. И да, практически год с мая до мая у нас не было занятий. И девчонки, и вообще наши клиенты, они нас ждали. Представляете себе, меня ждали, чтобы я вернулась, и чтобы опять к нам вернуться. Вообще потрясающая совершенно история. Очень трогательная. И Ванька очень переживал, и мне все время, мам, ты не хочешь порисовать? Я говорю, Вань, не могу, я так переживаю, хотя он не осознавал свою болезнь как серьезную, и мы надеялись, что она и не будет серьезной. И вот только во Фрайбург, когда мы поехали, я себя вот за шкирку посадила за стол и заставила рисовать. И он был так счастлив. То есть, знаете, вот он там лежал в кровати, когда он не был в больнице. Он лежал в кровати и был готов, я не знаю, молчать и спать, и делать что угодно, терпеть, только чтобы я рисовала. И он говорил, мама, как же я счастлив, что ты рисуешь. Как же я счастлив, мне так было плохо, когда я понимал, что из-за меня ты не рисуешь. Вот представляете, человек, который болел, и он насколько заботился обо мне, насколько он понимал, что мне тяжело, и хотелось ему, чтобы я начала рисовать. И вот сегодня мы в нашей беседке, в нашем клубе не просто смеялись, разговаривали, мы вспоминали Ваньку. Но вспоминали, знаете, так, без горечи, очень светло, и вот было все время ощущение его присутствия там. Вот действительно мне не захотелось, я рассказывала какие-то смешные истории из его детства, и не было ощущения вот этого, что траурного, знаете, хотя все знают это, что с нами произошло, безусловно, абсолютно, я, во-первых, не скрываю, потом большинство это людей, знакомых, которые на похоронах были. Но все равно было ощущение вот этого тепла и света, и ощущение того, что Ванька с нами. И когда вообще Ваня ушел, я очень боялась, что я просто не смогу вообще ничего делать, потому что у меня ощущение было, что у меня все прогорело внутри. Вообще все. И каково же было мое удивление, что оказалось, что нет. И наоборот, я как будто бы выросла, у меня пошла какая-то совершенно новая ступень, я стала разнообразить свое творчество, придумывать всякие проекты, ну и вообще придумывать. Вот посмотрите этот канал, видео, съемки, там много чего я делаю, и новые картины создаю, и новые занятия придумываем, беседки в нашей. Я все время думаю, вот интересно, почему так? Вот когда Ванька был жив, я не могла, вот он ушел, и как будто мои творческие силы, сдвоенные силы вернулись. И вот у меня такое, знаете, наверное, философское размышление, что на самом деле смерть у нас отбирает очень многое. И тем не менее, да, и вот если спросить у человека, назовите пару противоположностей, два слова противоположных, то, наверное, человек скажет жизнь, смерть. Смерть, жизнь, да. А я бы сказала, что жизнь не является противоположностью смерти, потому что жизнь, она живет сама по себе. Смерть – это остановка в жизни, переход ее в новое качество, но смерть жизнь не убивает. А вот, мне кажется, противоположностью смерти является как раз созидание. Способность, то есть смерть у нас забирает ребенка близкого, она нам дает горе, но она не отбирает у нас способности созидать. И я не имею в виду только картины, потому что это совершенно было бы смешно думать, что вот созидает только там художник или скульптор. На самом деле созидание, оно же во всем, вот просто испечь пирог, посадить цветы, связать перчатки, извините, шарф, я не знаю, там что угодно, перчатки сложены, наверное, шарф. И, кстати, вот я сегодня смотрела ролик, подобный моему, он не совсем дневникового формата, но мужчина, молодой врач из Великобритании, рассказывает о том, как 6 лет назад ушел его брат, покончил жизнь самоубийством, и как вот они переживали это. Очень интересно, очень много общего, я очень много начинаю понимать.
Потом я вам расскажу попозже, но об этом видео, наверное, в другом выпуске своем. Но там было интересно, что вот у него мама после смерти младшего сына, она начала вязать и стала это делать для благотворительности. То есть у них вот она создала такое need for mental health, то есть вязание для душевного здоровья. И это движение уже пошло вообще по всему миру. Она вяжет там всякие шапки, передает благотворительность, передают в больницы. Если они что-то продают, то эти деньги отдают на помощь людям, которые страдают от ментальных проблем, там, расстройств, всяких депрессий и так далее. То есть это вещь, которая, мне кажется, очень здорово может человека вытащить. Вот я по себе это вижу. И, опять же, это не совет. Но если вам плохо, то, мне кажется, самый хороший способ – это попробовать что-то сотворить. Начать с самого мелкого. Просто даже если вы кому-то улыбнулись на улице, вот не хочется, а улыбнулись. Или сделали какое-то доброе дело, или письмо написали, или что-то. Это уже вытягивает вас вот от смерти, которая к себе присасывает все ваши мысли, вообще ваше существование. Вы сделаете шаг к жизни. Правда, говорю только исключительно, вообще исключительно потому, что это мой живой опыт, который я осознаю сама каждый день. И каждый день я на многие вещи не могу отвечать. Вот только ответ на то, почему вдруг у меня такой прорыв творчества случился, даже я считала это поначалу оскорбительным, потому что я думаю, ну вот у тебя ребенок умер, а ты картины пишешь. И вот только сейчас до меня это дошло, вот сегодня. Я сегодня с вами вот об этом поделилась. Вот, и мне кажется, вообще, каждый раз, когда мы что-то созидаем с любовью, это может быть даже взаимоотношения с мужем или с ребенком, оставшимся, которому тоже приходится очень несладко, то мы боремся с разрушением и со смертью. И мне кажется, что вот такой способ борьбы, он очень приносит большую радость нашим детям там. Я все время настолько чувствую, что Ванька там в свете, да, и он радуется тому, что я делаю, он мной гордится. И вот это меня заставляет, вопреки вообще всему, вопреки усталости, вопреки периодически плохому настроению, вставать и делать то, что я, как считаю, должна. То есть что-то созидать каждый день. Я понимаю, что не все люди такие, как я, не все люди там могут вылезти на публику и что-то там делать. Это и совершенно не обязательно. Созидание может быть абсолютно наедине с природой, вообще наедине с собой. Но барахтаться надо. Потому что, ребят, если не будем барахтаться, то кто ж тогда? Как мы тогда с вами выживем? А нам же надо выжить. Представьте, наши дети как будут расстраиваться, если они поймут, что их мамы там плачут, не могут смеяться, не могут думать ни о чем, только о них, а они там, и им-то хорошо. Вот эта мысль, она все время меня очень здорово останавливает, когда очень хочется поддаться горю на самом деле. И вот через созидание вот эта боль, она, наверное, становится меньше, и мы создаем более прочную связь с нашими детьми. И вот вообще, когда я рисую, у меня такое ощущение, что я немножко перехожу в другое измерение. То есть я не думаю ни о чем. Я как будто бы ухожу в другой мир, в свет, и как будто бы оказываюсь близко к Ване. Вот раньше просто у меня было ощущение, что я куда-то путешествую, а сейчас, видно, у меня в голове такая цель, знаете, навигация стоит. И вот эта навигация, она меня ведет туда, где Ванька. И именно поэтому, наверное, я с такой радостью сейчас творю. Дорогие мои, спасибо вам огромное за внимание. Я вас всех обнимаю. Я очень желаю, чтобы вы смогли оторваться от притяжения смерти и сделать хотя бы маленький шажок к свету. Пусть через силу, пусть с трудом, но ради наших детей, наших с вами, ушедших детей, там наших ангелов, которые на нас смотрят и очень хотят, чтобы мы были счастливы. Давайте попробуем все вместе. Каждый, кто может. И пусть вы сделаете совсем мало, но это такое большое дело для всех нас. Я вас очень люблю. Я вас всех поддерживаю. Я с вами. Пишите.
я с радостью отвечу. Я очень надеюсь, что я ничего не пропускаю, на все отвечаю. Спокойной ночи для тех, у кого ночь. И с добрым утром, хорошего дня для тех, у кого день. До свидания, мои дорогие.